Мне часто пишут: «Эй, парень, посоветуй, во что поиграть во время самоизоляции? Игр с каждым днем все больше. Громкие анонсы буквально каждую неделю обещают очередной прорыв в графике и новые, еще никем не реализованные механики. Научи, как не потеряться в этом потоке информации, на что строго стоит обратить внимание, а что можно обойти стороной». Что ж, эти выдуманные люди хорошо знают, откуда черпать актуальную информацию. Друзья, с вами вновь ваш любимый канал о шутерах для всей семьи «Океан Мудрости». Я стараюсь непрерывно держать руку на пульсе игровой индустрии и прямо сейчас расскажу вам о нескольких действительно стоящих проектах, что выйдут буквально завтра. Поехали! Подвинься, Quake, идет Канаан. Такие громкие фразы все чаще можно найти в современной прессе. Действительно, новый 3D-шутер от конторы Argonaut Games выглядит более чем убедительно. Аргонавты – настоящие ветераны индустрии. Вы можете знать их по таким хитам, как Vortex, Star Fox или даже Creature Shock. На этот раз они решили взбодрить любителей шутеров игрой про собак. Даже не так. Про целое межгалактическое противостояние людей и существ с пёсьими головами. Обещают многое. 20 гигантских миссий. И это не стереотипные мрачные коридоры, а нечто большее. Уровни в Канаан могут похвастаться размерами в 5 квадратных километров. И если это городская среда, будьте уверены, каждое из зданий изнутри представляет собой самую большую квейковскую карту. Знаете, как удалось этого достигнуть? Канаан работает сразу на 2 движках. Один для внутренних пространств, другой для внешних. Как тебе такое, Кармак? Добавьте к этому NPC, хороших и мародерствующих. И вот уже мир вроде как живой, а также, чтоб можно было с ветерком пересекать все эти расстояния. 20 транспортных средств, бронетранспортеры, лодки, самолеты, танки. Ну и конечно, чтоб мочить собак, 16 видов оружия, включая пушку Гаусса и огнемет. Также в списке имеются 12 типов персонажей, 1500 различных анимаций, реалистичное поведение врагов и так далее. Игра в разработке уже более 2 лет, и весной 99 года мы наконец-таки сможем поиграть в Канаан. И в Гильмо, президент Ubisoft, компании, что занимается изданием Канаан, говорит: Канаан установит новый стандарт в мире экшен-игр, потому что он сочетает все, что должно быть в играх. Крепкий сюжет, умных персонажей и инновационное 3D-окружение. Мы рады быть теми, кто представит Канаан игровому сообществу. Это не похоже ни на что мы когда-либо видели раньше. Что ж, охотно верится, Ubisoft и аргонавты не подведут. Некоторые скептики считают, что игра никогда не выйдет. Но, друзья, воспринимать подобную нелепицу за чистую монету все равно, что, не знаю, представить, что аноним Salt Games Row будет в одиночку воссоздавать Канаан с нуля. Такого просто не может быть. А пока ждем. Предлагаю взглянуть на еще один шутер с тачками и просторами. Сейчас только и разговоров, что о Rebel Boat Rocker. Вы уже в курсе, что из 3D Realms уволились 5 бунтарей, чтобы создать Гипнотик. На той же неделе хлопнули дверью еще 3 разработчиков, занятых в проекте Bombshell. Вы вообще ждете Bombshell? Говорят, там невиданную систему порталов мутят. Но уже походу не мутят. Некому. Если вы все еще ждете Bombshell, не ждите. Такой игры никогда не выйдет. Чтобы вам там не рассказывали создатели Brutal John. А все почему? Ведущий программист Bombshell Билли Зелснак все время бычил и жестко предъявлял по любому поводу своему боссу Скотту Миллеру, за что в итоге отхватил погремуху Boat Rocker, качатель лодки по-нашему. Вот только Скотт Миллер не все знал о Билли. До 3D Realms тот работал в Epic Mega Games над некой отмененной игрой Саботаж. И этот самый Зелснаковский Саботаж, мягко говоря, повлиял на некий эпиковский 3D-движок. Короче, то был очень непростой чувак. Вы думаете, абы кому в титрах Квейка будут спасибо говорить? Думаете, кто научил Кармака освещение мутить? Думаете, он сам до всего допер? Еще до увольнения Зелснак начал варганить у себя дома нечто. И чуть ли не половина 3D Realms втихаря после работы стала наводить у него тусовки, чтобы варганить нечто вместе. Это нечто технологии нового поколения. В итоге в начале 97 года заговорщики массово побросали, казалось бы, столь перспективные проекты, как Duke Nukem Forever и Prey, дабы со всем напором взяться за сверхкрутую игру с кодовым названием 3D WoW. В
В честь миллеровского обзывательства их контора получила громкое имя – Rebel Boat Rocker. И вскоре всем на радость нарисовался контракт с гигантом индустрии, издательством EA Games. Игра качателей обрела имя окончательное – Prax War. Шутер от первого лица про команду из 5 военных, членов элитного отряда. Цель – остановить ученого-маньяка Данте. Ублюдок изобрел новый революционный источник энергии под названием Праксиум, что дало ему власть над армией мутантов. И теперь он держит весь мир за яйца, как мой канал, игровую индустрию, до характерного щелчка. Представляете? Рэндалл Пичфорд так описывает сюжет. Prax War — это, по сути, Третья мировая война, смешанная со Звездными войнами на Земле. Ваша команда похожа на Восстание, где вы Люк, а Prax Industries на Империю зла. У них есть Вейдер. Вы вообще знаете Рэнди? Это тот парень, что творил в Shadow Warrior магию. Ребята, Рэнди знать надо. Теперь он главный дизайнер Prax War. Так как Rebel Boat Rocker прохавали Дюка Нюкема с самого низа, в Prax War они напихали разрушаемости окружения. Но только на сей раз уровни ушли от Дюка очень далеко. Теперь они обширные настолько, что твой родной ПГТ там уместится в пределах комнаты. Обещают импланты, обещают технику, обещают всякое. Можно, например, найти меха, кокнуть шофера и самому кататься, как в GTA. Не знаю, вышло ли уже GTA, но это GTA про мехов. Билли Зелснак замутил просто невероятный движок RBR1 Tech. Это настолько мощная технология, что у воротил id Software и Epic Mega Games натурально трясутся поджилки. А Скотт Миллер пишет в интернете ехидные гадости про Prax War под вымышленными именами, чаще всего под именем некого Бруссарда. Так вот, иерархическую систему анимации по ключевым кадрам. Хотите? Динамически масштабируемую геометрию. Хотите? Масштабирование полигонов знаете, что такое? Это когда их 100 вдалеке и аж 1000 вблизи. Потому Prax War может позволить сражение с 50 врагами одновременно. 50 врагов. А там у них мутанты и роботы. А с нашей стороны сразу 5 мордоворотов. И можно на машинах. Чувствуете? Rebel Boat Rocker хоть студия и маленькая, но энтузиазмом заряженная. Дадим слово Рэнди Пичфорду. Я всегда утверждал, что величайшие игры — это плод энтузиазма небольших, сосредоточенных на работе команд разработчиков, а не гигантских производственных складов, управляемых цифрами и анализом рынка. Ну что я могу сказать? Круто. Давайте напишем в комментарии к этому ролику: Рэнди, мы с тобой. И он обязательно не подведет. Выход игры запланирован на конец 98-го. Дата может еще сдвинуться, но это не страшно. Главное, чтобы игра была хорошая, а для этого есть все шансы. И пусть Bombshell отменена, зато Prax War точно доживет до релиза. Не будет же EA Games хоронить главный шутер века. Кстати, видите надпись на ящике? Отсылка к Чужому. Не значит ли это, что Рэнди Пичфорд с друганами возьмется за игру про чужих? Если так, уверен, это будет кайфец. А что касается других беглецов из 3D Realms, Hypnotic, те уже давно переименовались в Ritual Entertainment и вовсю работают над Sin. Движок Quake на сегодняшний день считается передовым. Переплюнуть подобную графику еще долго никому не удастся. Посмотрите, какая красота! Технология Кармака настолько совершенна, что даже Джон Ромеро лицензировал квейковский движок и уже прислал в нашу редакцию первые видеокассеты с записью своей дайкатаны. Уже сейчас понятно, что игра будет роскошная. Все же Джон Ромеро не тот, кто будет 30 лет делать карты для первого Дума. А что касается Doom, играли в свежую киберпанковскую конверсию Hacks для Doom 2. А вы в курсе, что уже через месяц после релиза Hacks вовсю забурлила работа над продолжением на уже упомянутом движке? Скорее всего нет, ведь разработчики давно успешно перешли на движок уже второго Quake, что вышел совсем недавно, буквально вчера. Hacks 2 создается в формате открытого форума. Это значит, что буквально любой энтузиаст из интернета может внести свою лепту. Зацените список разработчиков. Внушает еще как. Детали сюжета пока не раскрываются, но лидер проекта уверен, что Hacks 2 способен оставить приключения Гордона Фримена далеко позади. Сейчас парни ведут переговоры с GT Interactive. Походу, нас ждет заявка на шутер года, друзья. Все же движок Quake 2 на сегодняшний день считается передовым. Переплюнуть подобную графику еще долго никому не удастся. Если сомневаетесь, спросите у создателей Entron. С этим утверждением могут поспорить только венгерские демиурги из Human Soft. Да, дорогие друзья, Венгрия — это не только Мишель Уайлд, Рита Фалтаяна, Дора Вентер и Ники Торн. Это еще и Сид. Так что забудьте про привычную всем нам одинокую руку. В Сид присутствует все.
от пяток до темечка. Кроме шуток, вы когда-нибудь видели шутер с ногами? Уверен, каждый из вас способен вспомнить время и место, когда в последний раз вы пили хорошие духи и носили штаны Disquiet. Но вспомнить шутер с ногами – это вам не печку скласть и не сапоги сшить. Если вы не видели шутер с ногами, то, извините, вы ничего не знаете об освещении. Вы, наверное, даже и не догадываетесь, что герой может отбрасывать не только копыта, но и тень. В Seed тени есть у всякой твари. Представьте возможность спалить подкрадывающегося сзади врага по темному силуэту, что благодаря верно расставленным светильникам расстелился прямо перед игроком. Вот что говорит лидер проекта Габор Кадас. Есть враг, который не различает цвета и видит вас только при определенном освещении, а есть враг, которого вы никогда не увидите, видна только его тень. В обоих случаях тени и освещение должны быть максимально реалистичными. Это как у поэта «Моя тень – мой лучший друг». Движок Seed разрабатывался в течение 2,5 лет. Тихо, по-домашнему, без шумихи и промо-срачей в интернете. Humansoftовцы смотрели за всеми этими выяснениями, кто круче, со стороны, едва сдерживая ехидный смех. А потом сказали: не хотите ли, ребята, взглянуть на динамические тени в несколько слоев от любого количества источников освещения? Вы только вдумайтесь. Seed не аппроксимирует свет, форму или положение тени, а вычисляет их с точностью до ближайшего пикселя в реальном времени. Представили лица любителей аппроксимации? Как тебе такое, Кармак? И это же еще не все. Реальная физика, течение, ветер, гравитация, динамически обрабатываемые уровни без допотопных ограничений BSP, огромные внешние пространства и клаустрофобические внутренние, враги в 5 раз больше главного героя, а это значит размерами с 9-этажный дом. Вы скажете: окей, Seed — это походу очередной Quake-клон, пусть и самый технологичный. Нет, ответят вам разработчики. Если и копировать, то Mario 64. Я не шучу, это официальная информация. Seed — это платформер от первого лица, где та самая технологичная тень не просто украшение, а помощник для ориентации, указывающий точку приземления. Стрелять в монстров можно в любой современной игре от первого лица, а вот думать и находить пути не сквозь кишку, а сквозь куда более комплексные структуры, где вперед это больше про верх или низ, чем про прямо. Такое, ребята, можно будет только в Seed. Сейчас над игрой трудятся аж 30 человек. Дата выхода намечена на 99 год. В данный момент Humansoft активно ищут издателя и разработчиков, готовых лицензировать Seed Engine. Президент компании Габор Кадас делает все по уму. Он договаривается о встрече с издателями и вместо реального демо или прототипа показывает заранее записанное видео, а также, что немаловажно, дает ссылку на официальный сайт Seed со скриншотами. Если же издатель захочет увидеть демо воочию, то пусть приезжает в Венгрию или в штаб-квартиру Humansoft в Калифорнии. На вопрос, насколько приемлемо настаивать на том, чтобы кто-то, от кого зависело ваше начинание, ехал куда-то за 3-9 земель, Габор отвечает, дескать, издатели должны ясно понимать, с кем они имеют дело. Если убедить их в качестве своей игры, они и скриншоты скачают и до Венгрии доберутся на попутных нартах. Что ж, Габор Кадас — сама рассудительность, хладнокровие, образец мужского достоинства. Уверен, с таким подходом издатель будет найден со дня на день. Но в то же время понять, о чем игра сегодня, практически невозможно. Сеттинг мрачный, герой тестостероновый громила с рогами. Нужно ли что-то еще для проекта такого плана? Возможно, нужно. Компанию Bungie уважайте. Если марафон Infinity и Tempus и Raid для вас не пустые звуки, то вы, вероятно, уже в курсе последних новостей. Буквально на днях от Bungie откололись причастные к упомянутым тайтлам заряженные на успех короли геймдизайна. Откололись, тут же основали маленькую студию Double Ad и уже анонсировали свой сверхамбициозный шутер Duality. Если вы внимательно играли в Infinity, то там уже на первом уровне в терминале была спрятана пасхалочка. Оба-на. Ну и на последнем до кучи тоже. Так вот, действие Duality будет происходить где-то на краю вселенной в далеком будущем. Одну вторую местной планеты выжигает солнце, другая половина окутана вечным ледяным мраком. Узкая полоска экватора — единственная пригодная для жизни местность. Звучит здраво. Там даже не планета, а астероид, вращающийся внутри Тора. Я не шибко сам врубаюсь, что там за система, но не суть. Общество в Duality также делится поровну. На вершине аристократы и факторы. Жрецы, что контролируют
контролирует остатки технологий каких-то древних цивилизаций и втихаря организует эпидемии, поражающие местные города. Внизу крепостные, простой люд и некие полиморфы. Пару сотен лет назад бывшие хомо, а ныне страдающие от дегенерации костей и умственной отсталости калечные мутанты, обреченные гнуть спины на каторгах. А глубоко в пещерах, под ледниками и пустынями дремлют строители. Разумная раса, тысячи лет назад поверженная сверхъестественным врагом. И теперь они, а вместе с ними и их враг, медленно просыпаются. Круто? Я думаю, что очень круто. Цель Double Odd — выдать не просто набор карт про бессмысленное месиво. То, что они мутят, это проработанный, правдоподобный мир и захватывающая эпическая история с кинематографическими вставками. Города-призраки, руины загадочных цивилизаций, общество, стремительно погружающееся в пучины гражданской войны, ненавидящие друг друга касты, политические интриги, разветвленный сюжет, зависимое действие игрока, система кармы, NPC с настоящими характерами, жестокость, обретающая смысл, обещает официальный сайт. Вот что пишут разработчики. Подкрадываться, чтоб развесить ушки, порой куда выгоднее, чем убийство. Умение помочь врагу может переманить его на свою сторону. Не знаю, друзья, если это не самая хорошая игра, то какая тогда самая хорошая? Хидаус. Кажется, мы скоро узнаем, что такое настоящий интеллектуальный шутер. Как-то отвечая на критику своего предыдущего детища Marathon Infinity, главный идеолог дуалити Грег Киркпатрик выдал следующие строки. Читайте по моим губам. Компьютерные игры рассказывают истории. Для этого они и созданы. Чувствуете? Но это еще не все. В застенках Double Odd разрабатывается собственный движок Duality Engine. И судя по скриншотам, это заявка на оглушительный успех. Портальная система построения уровней. Вместо старомодной предварительно обработанной BSP-геометрии, криволинейные поверхности, динамическое освещение, туман, дым, полупрозрачность, 24-битный цвет. На недавней выставке E3-98 парни презентовали свой проект, что уж там довольно скромно. По последним данным, разработчики все еще в поисках издателя и финансирования. Пожелаем им удачи. Поиграть в Duality не терпится. На первый взгляд их игра значительно опережает свое время. Да и художественный стиль, согласитесь, чертовски необычный. Не хотелось бы, чтобы все загнулось и лидер проекта предпочел геймдеву, не знаю, карьеру школьного учителя. По крайней мере, дата выхода запланирована на этот год. Ждем. И да, дуальности хотите, вдвойне получите. Trilobyte Graphics уважаете? Испанский геймдев уважаете? Если Чучхе для вас не пустой звук, то, вероятно, и корейское издательство Фантаграм уважаете. Киберпанк экшен РПГ любите? Стивенсона и Гибсона знаете? Оксану Робских читали? Мадридские ветераны индустрии, работавшие над Praetorians и двумя Командос, анонсировали нечто более чем концептуальное, мрачное и очень стильное. 3 персонажа – хакер, наемник и виртуальный искусственный интеллект. У каждого свои цели и мотивы, но все сюжетные линии хорошенечко так переплетены. А так почему тогда дуалити, если их 3? Ку-ку. В дуалити сразу 2 места действия, ку-ку, реальный мир и, как сказал тот мужчина, читайте по губам, киберпространство. Это К, это И, это Б, это Е, это Р, это П, это снова Р, это О, это С, это Т, это Р уже в 3-й раз. Дальше, ребята, вы уже сами в комментарии напишите, ладно, я что-то сбился маленько. Хотя, что я буду вас просить, да? Это Р, это П, это Т, по-моему. Так вот, наемник, как рыба в воде, чувствует себя в реальном мире. Его геймплей – нечто среднее между Metal Gear Solid и Deus Ex. Берешь заказы на мокруху, рубишь бабки, покупаешь импланты, прокачиваешь оружие, броню и всяческие сенсоры. Хакерша на боевую удаль не способна, но знает, как через виртуальную реальность мутить какую-то техномагию. Я, если честно, вообще не допер пока, что имеется в виду. Там какая-то Program Bible, книга заклинаний в киберпространстве. Походу, нормальная тема. Во всяком случае, можно будет взламывать терминалы, дистанционно управлять роботами, ну и всякое такое. Ну а некое виртуальное существо – это вообще что-то очень крутое. Изначально это ученый, которого по странным стечениям обстоятельств закинуло в киберпространство. Он ничего не помнит и не понимает, почему все хотят его завалить. Но по мере прохождения он начинает осознавать свое истинное происхождение и богоподобную мощь. Продюсер Duality обещает, что это круче, чем Нео, прозревающий в Матрице. Ох,
Играть придется за всех персонажей, причем каждый видит в двух других врагов. Одни и те же события будут показаны с разных ракурсов, чтобы лучше раскрыть сюжет и дать полную картину происходящего. В любом случае, главная особенность игры – возможность выбора путей прохождения, скрытность, экшен или их сочетание. Особое внимание уделено работе с тенями и освещением, чтобы учинять не просто стелс, а реально мутить. Шпионаж. И все это на территории огромного города, если речь идет про реальный мир. И город – это не просто обтянутые безликими текстурами коробки. Обещают, вдумайтесь, что окна домов будут открываться в зависимости от времени дня и закрываться. Бесчисленное количество квестов и миссий. Нелинейность, взаимодействие с окружением и с окружающими, 3 корпорации – технологическая, биологическая и религиозные фанатики, NPC, помощники, банды, корпоративные чоповцы, роботы и киборги, и все они обладают групповым искусственным интеллектом, а в виртуальной реальности там вообще, не знаю пока что, но что-то. Разработанный внутри студии движок Blue 3.0 Engine – это знаете, что такое? Это текстурирование рельефа, сглаживание в реальном времени, отображение неровностей, инверсная кинематика, динамическая, затемнение, 2000 полигонов на модель, алгоритмическая анимация для воссоздания ткани, волос и мышц, полная лицевая анимация, включая автоматическую синхронизацию губ, управление взглядом и подмигиваниями. Вы можете отличить кат-сцены от геймплея? Нет. А знаете почему? Потому что графика потрясающая, а ход напрочь выкинули, чтобы погружение не сбивать. Пока Duality – это мой личный фаворит. Выход запланирован на начало 2003 года. Над игрой трудятся 23 человека, потому сдюжат обязательно. Не хотелось бы, чтобы студия Trilobyte Graphics закрылась, так и не выпустив свой Magnum Opus в связи с издательскими пертурбациями. Ну и раз речь зашла про киберпространство, то как тут не рассказать про Crysis? Про Crysis, конечно, сейчас не знает только глухой или слепой. Передовая 3D-графика на новенькой Windows 95. Звучит как мечта. Но как это сейчас модно, Crysis — это не только технологическое чудо и бенчмарк для компов, но и мощнейший сюжет. Группа людей погружается в криосон, чтобы пережить надвигающуюся катастрофу. При этом, дабы не тратить время попусту, а заниматься обучением, их разумы оказываются в виртуальной реальности, контролируемой, кем бы вы думали, искусственным интеллектом. Тот, как всегда, сходит с ума и убивает всех без разбора. Спастись удается лишь одному мужчине и одной женщине. При этом мужчина даже выбирается из криостазиса на волю. Земля уже пригодна для жизни, вот только женщину компьютер отпускать отказывается, а сношаться надо. Значит, придется снова погрузиться в киберпространство и спасти свою единственную, по-настоящему единственную. Такую вот душещипательную лав-стори предлагает нам компания Sierra. Известно, что предстоит управлять одним из 10 роботов внутри 7 виртуальных миров. Пока мало что понятно по геймплею, но в феврале или в марте 96 года игра появится на полках. Это совсем скоро, друзья. Увидим все сами. Скорее всего, Crysis на долгие годы определит недосягаемые стандарты графики. Для этого имеются все предпосылки. А я в очередной раз хочу поблагодарить отчаянных мужчин и роскошных женщин, что поддержали мой канал на Бусти. Лишь благодаря вам эти маленькие шедевры телевещания все еще выходят в эфир. Спасибо, ребята. А если у тебя, мой дорогой друг, есть 100 или 200 рублей, обязательно подпишись тоже. Возможно, именно твой вклад окажется решающим, и канал не загнется завтра. Как вы уже догадались, игр, что вот-вот выйдут, еще очень много. Рассказать о всех в рамках одного выпуска все равно не удастся, потому еще обязательно увидимся. Пишите в комментарии, какие игры вы ждете и почему. И еще хочу предупредить, ребята, вот вы передачу посмотрели, теперь навсегда такими и останетесь. Извините. Играйте только в среднее. Всего вам доброго. Как дела? Ничего. Не ругаетесь? Ты чего?